Ой, замечательный сегодня день, вечер как раз, Козерог, луна уже активная, проснулась. И это время как раз для того, чтобы начинать копать картошку. Мы как раз планировали на этот день, на этот вечер, и вот она замечательно. Вот первые шаги, первые вот сделанные шаги, это у нас Вивиана, вот, только-только. Поэтому благословляю сегодняшний день, начало уборки картофеля, на хороший урожай картофеля, который мы вот сейчас... Раиса, а скажите, как вы считаете, у вас этот год урожайный был по картошке или все-таки нет? Вот поделитесь своим мнением и отношением, вот как у вас год по плодотворности, по урожайности картошки? Ну, будем, конечно, узнаем, когда мы уже выкопаем всю картошку. По крайней мере, пока вот такой вид есть, смотрю, все-таки где-то я видела дырочки, все-таки моль, вот, моль все-таки сработала, это не очень хорошо, но в наш регион уже давно вот эти проблемы есть, вот, так что сейчас задача собрать, вот, прямо, вот то, что меньше 7 сантиметров вот было присыпана земелька, вот видно оно, здесь как раз вот моль картофельная сделала вот такие дырочки, к сожалению, ну что поделаешь, она не вся. Так что лучше глубже сажать картошку? Нет, нужно присыпать как можно больше, но не получается. Картофель растет у Вивианы, такая особенность, что он вот так посадил одну картошку, и он же выпирает, в боки идет. Даже присыпаем, вот смотри, какой у нас ряд, да? Какой он широкий получился. Это все присыпано. И вот две картошки, у нас есть видео, когда мы садили этот картофель. Сделаю сноски как раз внизу. Вот такие горы насыпаны, но вот если картофель где-то вот больше, меньше 7 сантиметров, то, конечно же, получается, что моль может пройти вот это расстояние и как раз оставить яйцо и вот так вот таким образом подпортить. Но здесь как раз, видимо, вот эта моль пришла сюда на картофель, отложила яйцо в тот момент, когда был сухой знак, или огненный, или день корня. Главное, что это было сделано не в дни листа. Если в дни листа, было бы загнивание. Поэтому чуть-чуть вырежется, и будем пользоваться этим картофелем. Он нормальный будет картофель. Вот. Так что сказать, какой картофель, это сложно, потому что погода была просто у нас ненормальная для картофеля в этом году. Мы посадили ее, было холодно, а потом резко в июне 35-градусная жара, а на почве было и больше. Но мы позитивно мыслим, надеемся, что у нас будет хорошо, достаточно урожая для питания. И самое главное, сейчас собрать еще семена. Они очень-очень дорогие в этом году. Ну что, мы будем делать работу свою, а потом покажем, что у нас получилось. Вот мы выкопали рядочек картошки. Вот такой урожай получили. Ты спрашивала, какой урожай, довольны ли. Но видишь, нету крупной, как раньше было. Вот, есть особенности такие, и они связаны с тем, что у нас картофель вот где-то вот хорошо видны, ну вот, например, вот типа вот такого очень много, видишь? Вот. А чего так? Это потому что была сильная жара. Ага, она что, трескалась от счастья? Да, получалось, что жарко, и мы капельное орошение включали, потому что была засуха в этом году, и она вот таким образом резко реагировала. А затем у нас была проблема, вот из-за чего, мы потом подойдем, покажу свою картошку, которую я, печальную картошку, которую вот придется выбрасывать. Так вот, получилось, что у нас картофель уже полностью почти что вот был такой вот сухой, вот, и готов был к тому, чтобы выкапывать, но мы не выкапываем, потому что у нас сильно жарко, и он будет мягкий до зимы. Вот. И вот в этот момент, когда картофель уже был готов, уже должен был вылежаться, и как рванул дождь, ровно час ливень. И у нас вот здесь стояла вода. Вот она настолько вот это между лунками, вот это лунки до верха, вот эта водичка, она уже не впитывалась. Вот. И получилось, что вот где были укусы, допустим, вот я потом покажу, но вот укусы, вот это у нас бич, это у всех, кстати, бич в Украине разные, даже северные области оттуда тоже привозят. Вот это если вот эта моль картофельная, вот она проникла,
Вот, видишь, дырочка как будто бы. И вот это как раз сюда выводится, вот они дырочки, и потом выползает, съедает часть картофеля. И получилось, что дождь, вода как раз, а дождь как раз у нас выпал в период, когда был знак воздуха, а в знаке воздуха поливать нельзя. Вот. А затем сразу же после этого знака был влажный знак. И вот жара, 37 градусов где-то было, на почве было больше. Я уже смотрела официальные данные, получалось, что 63, 68, до 70 градусов, даже 72 было в какие-то дни на почве. И вот там, получается, сверху у нас жара, земля была в воде, она стояла сутки, эта вода, пока она впиталась. Ужас. Да, вот. И вот этот картофель, который был поврежден именно картофельной молью, туда попала вода, и вот таким образом портилась вот эта картошечка. И вот часть картошечки, конечно, испортилась. Да, ты меня еще спрашивала по сортам, я вот часть выкопали. Да, расскажи. Прежде чем мы пойдем, я покажу, сколько у нас отходов. Вот, смотри, вот эта новая картошка, это гала. А ну-ка, Называется, вот она, Гала. видишь? Как она Да. тебе? Это новая, она вкусная, нам очень понравилась, немного садили. Вот смотри, в основном как куриное яйцо, Ну, как, не, как больше, утиное, больше. да, вот есть и побольше, ну, есть немножко вот такой мелковатой. Вот, она нам очень понравилась, ее немного было. Далее у нас вот есть еще вот это Вивиана, это наша любимица. Ну, она покрупнее, видно, что Да. она немножко другая, Да, видно. получается, что вот Вивиана, она 5-8 штук корч, и мелкой почти что нет. Вот, хорошие картошечки. Вот. А вот Гала, в чем разница? В Гале там 2 десятка картошек. Поэтому Гала как бы не выгоднее. вытягивает, да, не вытягивает, чтобы вся была крупная. Хотя есть вот действительно вот как гусиное яйцо. Да, нет, вот даже Гала. больше, мне кажется. Не, так как Нет? гусиные, да, гусиные яйца. Вот уже, видишь? Ай-яй-яй. Вот это вредитель. Вот дармоеды. Да, вот они. И причем получается, что вот где именно эта порченная картошечка, вот это растение, да, вот оно здесь созрело, здесь была картошечка. И получается, что вот этот стебель, ветер сильный, там что-то, дождик, ну, в основном ветер, и вот делается дырочка. И вот через эту дырочку именно вот эти сверху картофельные, вот они именно поражены. А те, которые снизу, там уже больше 7 сантиметров, она больше 7 сантиметров. Это То есть надо бабочка садить, получается, подальше, поглубже. Да, глубже, да. И вот это успевать я не успевала, вот она растет, и землю как раз делает, лопается земля, и получается через эти дырочки как раз вот этот вредитель проникает, и вот такие делает ходы. Здесь откладывает яйцо, развивается такой червячочек, и он выедает все середины. Естественно, туда попадает земля, попадают бактерии, и влага, если еще и дождь пошел. И вот такие вот печальные новости, конечно. У нас это не первый год, но мы вот имеем такую проблему. Ну, мы сейчас в этом ряду, у нас были, смотри, это снова Вивиана, вот это Гала, симпатичная, конечно, картошечка. Вот. А что вкуснее, если варить, смотри, пюре, жарить? Для пюре Гала идеально, жарить тоже. А вот супы, борщи, это у нас как раз вот. Вот, смотри, Вивиана тоже, да? Как раз дождь, и она пошла расти. Ну, это нормально, это может даже Но все равно лежать. неприятно, Вот, неприятно. Да, вот она, видишь, полопалась, жарко. Вот это июнь у нас, жара сильная, у нас никогда не было такого июня, как в этом году. Вот такая вот эта картошечка, нам предстоит еще впереди поработать, будут другие сорта, мы об этом чуть-чуть отдельно по сортам расскажем. А сегодня сейчас давайте пойдем, я покажу, какие печальные у нас есть картошины, которые нас опечалили и расстроили. Ну, давай, пойдем глянем. Ну, вот это вот с 3 рядов, 2 ящика, правда, здесь немного и порезанная, потому что мы порезанную не ставим в ящики. Вот, видишь, даже порезанная, хотя бы хорошая. Ну, вот сам процесс я показывала, да, вот, ну-ка. Вот это картофель, вот это порезанное, вот как оно происходит. Вот картофель был, вот здесь был стебелек и картофель, вот именно сюда попадает вода, там, где вот эти вредители вот развивались. И вот туда же уже и попадают, залазят потом и червячки. В общем, всем, кому не лень, все, кто любит покушать, вот они попадают сюда. Вот видишь, у меня сколько этой картошки. 2 ящика получается. Да, 2 ящика. А вот здесь у нас, смотри, уже мы вчера выкопали
это хороший картофель. И там, который мы сейчас смотрели, это у нас получилось 2,5 ряда мы выкопали. Но практически это неплохо. Можно сказать, что картофель хороший. В плане того, что то, что вот выросло, видите, это снова виана. Виана это борщи, супы, очень ароматная, вкусная картошка. Вот мы ее сохраняем. Когда-то нам наш коллега нашел, купил и вот поделился, и мы вот так сохраняем вот этот картофель. Ну вот на сегодня у нас пока все. Мы будем сейчас продолжать картофель копать. Я сделаю еще анализ всех сортов. Посмотрим, у нас еще несколько сортов там есть. Ага, но это не все еще. Да, это будет как бы первая часть, а характеристику сортов, естественно, я дам отдельно. И как они вот при этой погоде будем выбирать, потому что сейчас нужно выбрать то, что вот будет при жаре расти. Это нужно найти картофель сейчас, что вот поможет нам его получить урожай и как можно быстрее. Ну, это вообще сложно. Если вот сразу же посадил и сильная жара, конечно, картофель посленовый, особенно картофель, он это не любит. Ему надо постепенно, чтобы июнь был такой мягкий, а июль вот он уже начинает набирать полностью и созревать окончательно. Ну вот в данном случае мы рассказали вам о том, что и увидели, что там большие такие куски земли, вот это дождь как раз намыл нам, вот это забил сильно землю, тяжело копать. И вы увидели вот какой картофель и что получили мы в конечном результате. Раиса, ты довольна урожаем этого года или недовольна? Вот я что-то не могу понять. Значит, по тем погодным условиям, которые у нас были в этом году, я довольна, благодарна за то, что есть. Картофель, во-первых, по технологии новой посаженный, с добавлением мясокостной муки, рыбной муки, кокосовый субстрат. Все это позволило получить хороший картофель. Ну, а то, что подпортило нам и в прошлые годы портила моль картофель, Он это не же первый раз. Это уже вот... А если химию использовать, ну, условно, химию, какие-то биопрепараты, Нет, чтобы ну, от так, нее... биопрепараты мы используем, когда мы обрабатываем, мы же полностью обрабатывали против жука, против всего с КРДМ. Оно убирало. А вот когда он уже созрел, получается, вот набирает, уже засохло, там уже нечего обрабатывать сверху. Землю не будешь биопрепаратом обрабатывать. И получается, что они где-то живут же, они не только на картофельной ботве живут, а на сорняках. А сорняков везде и вокруг много, и люди тоже не знают, как этим заниматься, и зачем это эти обработки, как вообще не знают, что это. Говорят, дырочки, червяки поели. Не червяки. Сначала бабочка залетела серенькая. Очень много в интернете об этой бабочке картофельной моли есть. Нужно посмотреть, посмотрите, увидите, познакомитесь. Вот она отложит яйцо, и яйцо вот вылупится и начинается вот туда внедряться в картофель и развиваться. Ну а потом уже снова же бабочка вылетает. Там разные периоды, я сейчас не буду рассказывать о самой моли, потому что это знают специалисты более четко, сколько дней, что это происходит. Вот, и получается, что нужно как можно больше сверху земли, и вот эти дырочки нужно постоянно забирать. Не успеваем. Вот, то дождь пошел, то еще, ну вот ливень сильный был. Вот, и получается, что не всегда дорабатываешь. Поэтому вот очень хороший. Я считаю, что для этого года замечательный урожай. И самое главное, что очень вкусный картофель именно на этих долгоиграющих удобрениях. Были сидираты до самих удобрений при посадке. Была технология снова же своя. Благодаря этому мы получили довольно-таки хороший урожай. Ну что ж, пока вот эту тему мы как бы останавливаем, закрываем. Вот, будут по картофелю еще темы. Мы в следующих видео с вами встретимся. Ну а сегодня мы говорим вам самого-самого вам доброго, удачи, хорошего урожая и главное выкопать то, что выращено в благоприятный день, а потом благоприятный день обработать ее. Ну, я еще буду продолжать, у меня особая технология подготовки картофеля. Высушить и заложить, очень важно, в благоприятный, хороший день, чтобы она хорошо хранилась всю зиму. Всего вам самого доброго, удачи!